Всем привет! Вы на канале APG Beauty Academy. Меня зовут Алена Маслова, я преподаватель Академии. И сегодня мы стрижем каскад. Мы подготовили волосы к стрижке. Если вы не знаете, как это делать, смотрите там. Мы сейчас начинаем. Первое, с чего мы должны начать стрижку, это с того, чтобы расчесать волосы и разделить на зоны. Первое разделение — это центральный пробор от макушки до середины затылка и от макушки до середины лба. Центральный пробор. Разделили нашу голову на левую и правую части. Следующее разделение от самой верхней точки до уха, с правой стороны и с левой стороны. Мы сейчас будем работать с затылком, с двумя частями затылка. Соответственно, мы должны будем сколоть те волосы, с которыми мы не будем работать. От того, насколько правильно вы разделите, сделаете разделение, будет зависеть чистота стрижки. Мы работаем с волосами, которые быстро сохнут, но для стрижки нам нужно, чтобы волосы были все время влажными. Здесь в помощь к нам приходит K-Cut, Demira Professional бренд. Это та жидкость, которая поможет волосам долго сохранять влагу, а также помогает при вычесывании в том, что волосы становятся более пластичными и удобными для разделений и оттяжек и стрижки. И приступаем к стрижке. И мы обязательно стерилизуем ножницы перед каждым клиентом и запаковываем в такие крафт-пакеты. Итак, я начинаю работать с затылочной частью, с левой затылочной частью. Первое, что я буду делать, это я буду отстригать контрольную прядь. 1 сантиметр и диагональным пробором разделяю прядь. Оттяжка, угол оттяжки 90 градусов в голове. В голове, но пальцы я ставлю параллельно к пробору. Состригать я буду сантиметров, наверное, 3. Каждая последующая прядь у меня будет оттянута к первой. Не каждая на своем месте, а каждая последующая прядь у меня будет оттянута к первой. То есть следующую прядь я тяну к центру, но пальцы у меня также располагаются вдоль пробора, который называется центральным. Каждый сантиметр последующий я вычесываю к центру головы, но пальцы я ставлю параллельно центральному пробору. Каждую последующую прядь я буду тянуть к центру, но пальцы снова я буду ставить параллельно центральному пробору. И так я буду двигаться до конца затылочной зоны. Вычесывать все к центру. Но пальцы буду ставить параллельно центральному пробору. Итак, я поработала с левой затылочной частью. Далее
у меня, как вы помните, была контрольная прядь на этой левой части. Соответственно, точно так же я сейчас делаю контрольную прядь на правой. Пальцы ставлю параллельно пробору и состригаю мою контрольную прядь, которая будет теперь контрольной для всей остальной правой части затылочной. Следующее разделение. И в таком же порядке, таким же образом я состригаю, подтягивая к центру прядь, но пальцы ставя параллельно центральному пробору. Следите, чтобы волосы были влажными. Это помогает при вычесывании, при стрижке, при отстригании пряди. Подтягиваем прядь к центру. Пальцы ставим параллельно пробору. И каждую последующую прядь подтягиваем к центру и состригаем. Мы начинаем работать с фронтальными частями, с правой, размачиваем проборы и также смачиваем пряди. После этой жидкости вы видите, насколько пластичные волосы, и можно работать легко. Для состригания контрольной пряди ориентируемся на ранее состриженные участки, то есть приближенные максимально к нашей зоне. Это участок правой затылочной зоны. Я выбираю. И также я направляю все волосы к центру и стараюсь пальцы оставлять параллельным центральному пробору. Выделяем следующий сантиметр. Следующий. И так по всей зоне. Переходим на фронтальную левую часть. И для этого мне понадобится контрольная прядь левой затылочной части. Выделяю угол для того, чтобы состричь контрольную прядь. Тяну к центру и пальцы ставлю параллельно пробору. Тут длиннее. Все волосы вытягиваю к центру, тянусь к центру, но пальцы ставлю параллельно пробору. Итак, мы с вами простригли каскад. Вы видели, сначала это были точные срезы, далее я высушила и персонализировала мою стрижку. О персонализации вы можете узнать в дальнейших видео, ищите на нашем канале. Если у вас появятся какие-то вопросы, задавайте. Каскад вы видите, насколько он подвижен, динамичен при том, как вы волосы прочесываете или на ветру. Стрижка довольно несложная, так что пишите свои отзывы, оставляйте комментарии. С вами была Алена Маслова на канале APG Beauty Academy. Пока!